Всем привет, с вами Дэн. В этом видео я расскажу, как я делаю спойлер из стеклопластика. За моей спиной вот этот красивый зелененький, это рестайлинговый спойлер с Mitsubishi Eclipse второго поколения. Также его называют высокий спойлер. Матрица спойлера всегда двусоставная, иногда даже многосоставная, потому что изделие непростое, оно состоит из нескольких частей. А сейчас переодеваемся и за работу. Спойлер мы с вами будем делать по матрице. Как изготавливается матрица, есть видео на канале. Я оставлю ссылочку в описании, либо где-то здесь будет подсказка. В нашем случае мы ее берем с хранения и начинаем работу. Если матрица разборная, она должна храниться в собранном виде и храниться правильно. То есть это либо стеллажи, либо вот такие вот какие-то кронштейны, чтобы никаких деформаций не было. То есть если она стоит как-то на полу, упершись на стену, то она может деформироваться. В нашем случае все хранится правильно, и мы начинаем разбирать матрицу. Если матрица новая, то там процесс подготовки, он достаточно серьезный и кропотливый. Если вам интересно, как этот процесс происходит и как это правильно делать, спрашивайте в комментариях, обязательно сниму по этому поводу видео. Разобрал матрицу. У нас две половинки, верхняя и нижняя. Начнем мы работу с верхней половинки. Особо сильно ее готовить не нужно, просто протираем ее влажной тряпочкой, салфеточкой, и можно наносить разделительный слой. Ну вот наша матрица и чистенькая, сейчас наносим разделительный слой. Разделитель я использую вот такой, фирменный. Это разделитель жидкий на восковой основе, я его наношу с помощью пульверизатора, краскопульта, не знаю как правильней, маляры поправьте меня если что. Мне он больше нравится, чем классический разделитель ПВА-спирт, потому что после ПВА-спирта матрицу надо каждый раз мыть. То есть там образуется очень тонкая пленочка, которая позволяет не залипнуть изделию в матрице, но ее нужно каждый раз удалять и наносить заново. Плюс вот этот едкий запах спирта, прям вот спиртяга. Не знаю, мне вот с этим проще. То есть у него время высыхания достаточно быстрое. Нанес его одним плотным слоем с помощью краскопульта. И буквально там через 5-6 минут уже можно начинать наносить гель-коут. Все подобные работы необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, либо помещении, оборудованном вытяжкой, а также не забывайте про средства защиты дыхания. Вот матрица у нас стала немножко белесая, равномерно матовая. Это говорит о том, что разделительный слой нанесен. Сейчас мы наносим гель-коут. Гель-коут является защитно-декоративным покрытием. Оно защищает изделие от воздействия ультрафиолета. Также гель-коут — это основа, на которую потом наносится грунт и впоследствии краска перед установкой изделия на автомобиль.
Вот, гель нанесен, он еще глянцевый, ему нужно часик-два, чтобы он встал, то есть прошел процесс полимеризации. Он немножко помутнеет, и мы будем наносить второй слой. Сейчас у нас есть какие-то просветы, где-то там какие-то непрокрасы, в этом ничего страшного нет, потому что второй слой все обязательно перекроет. Кто-то кладет в один слой гель просто сразу плотненько, я предпочитаю класть два тоненьких, мне кажется, что так лучше. Вот, поэтому засекаем время и потом приходим, когда все это дело станет уже немножко матовым, и будем наносить второй слой. 2 hours later. Ну вот. Гель-коат стал матовый, он уже не липнет, это значит, что матрица полностью готова для нанесения второго слоя. В первый раз мы использовали порядка 120 грамм на каждую из половинок матрицы. На второй слой достаточно 2/3 объема, а то и даже половины. Поэтому сейчас мешаем гель и наносим его. Единственный момент, то что если в первый раз мы клали 2% отвердителя на материал, сейчас я буду класть чуть меньше. Не знаю, я всегда так делаю, потому что есть такое явление, как называется крокодил. То есть это когда первый слой геля поднимается за счет второго. Существует теория, то, что вроде бы там из-за температуры это происходит, либо то, что стирол из первого слоя вышел не до конца. Соответственно, я просто добавляю чуть меньше отвердителя, и проблем с крокодилами у меня не бывает. Укрываем второй слой. Все, второй слой геля высох, поэтому сейчас приступаем к формованию. В моей мастерской есть специальное помещение, где мы производим формование изделий, и также здесь происходит процесс полимеризации, где они высыхают. Здесь постоянно поддерживается 23 градуса, производители все рекомендуют и хранить материал, и производить вот эти вот работы при данной температуре от 20 до 25. Собственно, сейчас мы и начинаем формовку. Мы все, с нижней частью закончили, сейчас ее оставляем сушиться на стеллаже и берем вторую часть матрицы и также ее армируем. Я всегда начинаю с нижней части спойлера, потому что здесь у нас основание, здесь больше изгибов, она по сути сложнее. Основание, в которое будет ставиться потом крепеж, я армирую в 1,5 слоя. Вся же основная плоскость формуется в 1 слой. Этого вполне достаточно, спойлеры крепкие. Идем за второй частью. Но здесь даже не специалисту видно, что форма этой матрицы гораздо проще. То есть у нас с вами здесь одна плоскость, армируется она в 1 слой, ничего здесь сложного нет. Единственное, что вот эти вот кантики нужно наполнить смолой с загустителем, чтобы там не собирался воздух.
Короче, оставляю. Я когда говорю «короче», я всегда вспоминаю Саню, потому что у Антона есть беда. Он постоянно тут короче, и Саня прям аж закипает, когда Антон говорит «короче». Армирование завершено, получается, это все дело остается сохнуть до завтра. Но для меня завтра, у вас это будет следующий кадр. А так, продолжить работу можно будет только спустя где-то 8-12 часов, когда все это дело уже встанет, и можно будет... Встанет. Дебильное слово. Встанет. Затвердеет. Высохнет. Полимеризуется. Сложно. Короче. Армирование завершено. Сейчас мы это все дело оставляем сохнуть до завтра. Завтра и продолжим работу по созданию нашего спойлера. Прошло 8 часов, даже, наверное, чуть больше. Смола высохла. Все, она уже ничего не липнет. У этого уже есть форма. Сейчас мы отделяем половинки нашего спойлера от матрицы. При отделении всегда есть какой-то небольшой трепет, сколько бы ты этого ни делал. Все равно иногда есть сомнения, может быть, где-то что-то залипло или не залипло. Для съема я использую такие вот пластиковые приспособления. Они предназначены для работы с пластиком салона, но мне удобно с ними работать, потому что, засовывая их между матрицей и изделием, я 100% не буду царапать матрицу, наносить ей какие-то повреждения, потому что какие-либо повреждения могут потом привести к залипанию изделия уже будущего, следующего. Поэтому такие вот штучки, руки и погнали. Короче, все удачно, все замечательно. Все, вот у нас две половинки спойлера. Это нижняя, это верхняя, как вы понимаете. У нас с вами вот четко видна грань на всех деталях, по которой нам сейчас нужно пилить. Как вы понимаете, эти две детали мы будем склеивать между собой, поэтому здесь все должно быть как в аптеке. Срез должен быть очень четкий, без всяких там запилов, зарезов и так далее. Пока с вами болтал, пошел дождь. Но это не отменит работу, у нас есть козырек, поэтому пилим.
thinking we were the real thing. Was it just a shiny frame? I thought we were a masterpiece, but I was just imagining. Now I'm collecting dust, so far from Ну что, вот самый грязный этап работ завершен. В то же время он грязный и самый ответственный, потому что если мы возьмем больше, то шов у нас будет толще. Но, в общем, это не есть хорошо. Здесь надо и аккуратно, и внимательно. Ну, сами все видели. Сейчас у нас вот даже если взять, совместить верхнюю и нижнюю детальки, уже видно, что как-то что-то уже вырисовывается, да? Теперь все это дело надо склеить между собой. Клеится это все не на весу, а клеится это все в матрице. То есть сейчас мы помещаем обе детальки в части матрицы, наносим на кантики и нижней части, и на кантики верхней части. То есть вот так вот колбаской аккуратненько кладем. Совмещаем матрицы, закрываем матрицу, и все это дело высыхает и склеивается. flawlessly erasing me. Now I'm collecting dust, so far from. Вот, друзья, две половинки спойлера мы поместили в матрице, нанесли склеивающий состав и две половинки матрицы совместили. Все это надежно зафиксировано и теперь остается в покое до завтра. А завтра будет волнительный момент, потому что выемка уже готового склеенного изделия — это для меня всегда волнительный момент. Склейка завершена, сейчас аккуратненько скрываем матрицу и смотрим, что у нас там получилось. But now the beauty can't be seen. Though you've read my canvas, hard to stress. I'm learning to it fast. На спойлер нам остается убрать вот эти излишки клеющего состава, которые вышли наружу, и обработать вот эти вот края. Сейчас необходимо почистить матрицу от остатков клеющего состава. Ну как, не саму матрицу получается, а от фланца. На фланцах здесь кое-где остались вот эти излишки. Их сейчас надо убрать, собрать матрицу и убрать на хранение. Половинки матрицы я совместил. Для хранения достаточно крепления вот через одно поставить, не обязательно на все винты фиксировать все это дело, потому что в следующий раз перед изготовлением нового изделия все это опять будет разбираться. Все, друзья, все готово. Остатки клеющей массы я удалил. Все это дело прошкурил. То есть шов не видно теперь, потому что, я всегда немножечко припыливаю это грунтом чисто из эстетических соображений. В этом нет большой необходимости, по большому счету, потому что маляр перед установкой все равно его полностью прошкурит, загрунтует и покрасит цвет автомобиля, на который он будет установлен. По обратной части у нас тоже все в порядке. Здесь плоскость хорошая, все отлично. Естественно, все это дело повторяет оригинальный спойлер. Установлены закладные. Я использую винтовые заклепки, то есть есть специальные заклепочки, есть специальный заклепочник, и все это дело замечательно интегрируется и вполне себе хорошо держит. Просто есть две школы. Первая школа — это винтовые заклепки, вторая школа — это закладные. То есть это получается, пока еще спойлер не склеен, ставятся гаечки, крепятся либо на смолу, либо на специальный какой-то клей, и получается, что гаечка внутри закрывается уже при склейке. В моем же случае, мне кажется, это проще, мне кажется, это также эффективно и надежно. В крайнем случае, если вдруг мы сорвали здесь резьбу или что-то такое прочее,
это можно высверлить и поставить другую винтовую заклепку новую. То есть, если у нас идет речь про гайку внутри, там возни гораздо будет больше. И, соответственно, гайка тоже может отвалиться и также остаться внутри и там болтаться. Вот как это выглядит. Визуально и технически разницы между ними нет и быть не может, потому что этот слеплен по слепку этого. Поэтому сейчас я предлагаю, может быть, их взвесить, посмотреть разницу только по весу, потому что по геометрии, по косметике разницы нет никакой. Так, вот по такому случаю у меня есть весы. Кстати, сам я никогда этого не делал. Даже самому интересно, как это все дело выглядит. Так, цепляемся, допустим, вот тут. Так, и этот оригинальный спойлер у нас весит 3 килограмма 700 грамм. Так, теперь берем нашу с вами копию. А копия весит 2 килограмма 580 грамм. То есть получается больше килограмма разница. Ну, на самом деле ничего удивительного в этом нет, потому что стеклопластиковые изделия... Ну, на самом деле не удивительно, что есть такая разница в весе, потому что стеклопластиковые детали, они всегда будут легче. Поэтому стеклопластик и вообще композитные материалы, их используют в автоспорте, вообще в принципе в спорте, в авиастроении и так далее и тому подобное. Такой вот спойлер у нас получился. На мой взгляд, он весьма неплох. Сейчас я его упакую, и в ближайшие дни он отправится к своему новому хозяину. Огромное вам спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях. Обязательно всем отвечу. Также буду вас ждать в своем телеграм-канале. Там достаточно часто выходят посты, и также бывает проскакивает информация о новых видео. Спасибо за просмотр. Увидимся.